Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Тем, кто смотрит это видео первый раз, всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. Тема сегодняшнего видео – как искать внутренние опоры и силы для жизни. Тема очень интересная, актуальная. К такому вопросу мы всегда один раз в квартал как минимум возвращаемся, потому что мы испытываем пик эмоционального и физического напряжения, когда понимаем, что у нас неравномерно распределены планы, цели. Мы всегда к окончанию какого-то периода, к концу месяца, к концу квартала или к концу полугодия стараемся все успеть, сделать как можно раньше. Это замечательная привычка, но теперь давайте разбираться, как же искать внутренние опоры и силы для жизни, в том числе и для реализации проектов. Тем, кто смотрит это видео, обязательно ставьте лайки, нажимайте кнопку «Поделиться», пересылайте это видео всем своим друзьям и знакомым. После того, как вы пересылаете это видео всем своим друзьям и знакомым, вы можете обсудить эту тему вместе со своими друзьями и найти новые точки соприкосновения и инсайты для своих жизненных планов. Тем, кто пишет дневник, обязательно видео разберите в своем дневнике и еженедельнике. Ищите, пожалуйста, инсайты. Наши видео являются мотивационным. Мы разбираем разные темы, которые позволяют вам вспомнить о своих жизненных целях. И давайте еще раз поговорим о состояниях, которые есть в колесе жизненного баланса, и как эти состояния помогают нам медленнее или быстрее двигаться к намеченным целям. Если у вас состояние 0,4, вы пребываете в состоянии эмоционального напряжения или эмоциональных раздумий, но не принимаете решения, тогда вот это вот состояние, когда вам нужно искать внутренние опоры и силы для жизни, оно очень часто встречается. Не делайте из этого трагедию, в этом нет ничего страшного. Просто состояние 0,4 говорит о том, что вы с таким состоянием будете сталкиваться удивительно часто и почти в каждом временном периоде. Для вас подходит стратегия маленьких изменений, когда вы по колесу жизненного баланса начинаете с яркости жизни смотреть, что у вас минимально изменилось. Ставьте очень короткие цели, на реализацию которых уходит 1 неделя, максимум 4 недели. И таким образом, проходя каждый раз по каждой сфере, вы замечаете маленькие изменения в каждой сфере. Вам это очень правильная стратегия поможет не идти к грандиозным целям большими шагами, а вот такими маленькими микродвижениями вы начинаете понимать, что все, что находится в ваших сферах, находится под вашим контролем. Это дает внутреннее спокойствие, поскольку вы все это любите делать через призму «я сам, я сама» в одиночку, то это вполне нормальная стратегия, потому что привлекать друзей и единомышленников вам мешает ваш внутренний перфекционизм, и с этим нужно что-то делать. А для того, чтобы это делать со своими единомышленниками, нам нужно еще раз перейти хотя бы на 1 неделю, на месяц состояния 4-8, когда вы можете сосредоточиться на изменениях в одной или в 2 сферах. Это позволяет вам в этих сферах сделать грандиозные изменения, которые, когда в единицу времени вы получаете очень значительный результат. Почему это удобнее делать вместе с единомышленниками? Потому что единомышленники, они помогают вам выдержать тот темп, который для вас является на первых порах чрезвычайно высоким. Единомышленники позволяют вам на все риски, которые возникают в реализации этого проекта или этого движения в сторону цели, не унывать. В состоянии 0,4 уныние, бурная радость, они очень часто сменяют друг друга. Восторг «я все сделаю, переверну весь мир, а на утро не хочу менять ландшафты». Это нормальное состояние. Единомышленники позволяют вам где-то найти разумную середину, и они позволяют вам немножко на состояние достижения цели смотреть сквозь призму того, давай это сделаем, потом будем радоваться или огорчаться. И так каждый день маленькими шагами вы идете к цели. Если вы находитесь в состоянии 8-10, как выйти из состояния, когда у вас не хватает сил для жизни, и искать внутренние опоры, надо еще раз проработать свои цели. То есть для состояния 8-10 все решает грандиозные цели. В состоянии 4-8 мы не ставим грандиозные цели. Как бы вы ни старались, грандиозная цель у вас не получится. Вам хочется сосредоточиться на одной цели – зарабатывать деньги так же, как все, так же, как ваши коллеги, зарабатывать деньги через грандиозную цель. Вам кажется очень сильно грандиозной задачей, вы к этой миссии не готовы, у вас нет костюма для торжественного собрания, у вас нет костюма для того, чтобы получить свой Оскар. Поэтому в состоянии 8-10 вы формулируете свою грандиозную цель, и люди в состоянии 8-10 не реализуют эти цели в одиночку. Для этого есть единомышленники, какая-то готовая инфраструктура, и единомышленники и инфраструктура, они все ждут вот этой грандиозной цели,
если грандиозная цель есть, все получается замечательно легко, люди в состоянии 8-10 мотивируют окружающих на то, что эта цель оставит след в истории, эта цель будет очень важным элементом в жизни каждого человека. Ну, каждый из нас хочет иметь в жизни грандиозное событие, в котором он поучаствовал, или вы участник грандиозного соревнования, где вы являетесь уже победителем. Итак, как искать внутренние опоры и зачем нужны внутренние опоры? Внутренние опоры у нас находятся в сфере духовного роста и творчества. Это наши жизненные ценности, которые помогают нам выстроить отношения с окружающим миром. Чем лучше у вас проработаны внутренние ценности, внутренние опоры, тем вам проще выстраивать отношения с окружающими, особенно со сферой друзья и окружения, когда вы понимаете, что ваши личные границы, ваши ценности будут окружающими людьми приняты, или у вас хватит сил и возможности для того, чтобы эти ценности донести до окружающих и людей попросить или заставить, или принудить уважать ваши жизненные ценности. Итак, как брать силы и что нам дают внутренние опоры? Внутренние опоры дают нам понимание, какой объем работ нам необходимо проделать на одну неделю. Всегда в колесе жизненного баланса смотрите объем работы или количество целей на неделю. Это позволяет вам маневрировать между днями недели. Это позволяет вам в первую половину недели найти единомышленников, которые готовы поучаствовать совместно с вами в проекте, то есть рассчитывать на некоторую помощь. И вы за последние 2 дня, то есть 3 дня вы тратите на подготовку, поиск сил, возможностей, и 2 дня вам будет достаточно для реализации своих целей. Теория выглядит так. Как получается на практике, пожалуйста, пишите в комментариях. Нам ваши комментарии будут очень интересны, и они мотивируют нас на создание наших видео. Итак, силы, которые дают нам внутренние опоры. Я в этом видео еще хотел рассказать, чем отличаются внутренние опоры и внешние опоры. Внешние опоры у нас находятся в сфере друзья и окружения. Это атрибуты, которыми владеют ваши друзья, родственники и прочие полезные люди в вашем окружении. Для вас эти внешние опоры очень важны, но если брать в процентном соотношении, если вы находитесь в состоянии 0,4, в состоянии эмоциональном, можно сказать, что 60% у вас опоры будут на внешние факторы, внешние атрибуты, внешнее окружение. Как только вы переходите в состояние 4-8, можно сказать, что у вас 50 на 50. 50% дает вам сила, это внутренние опоры, 50% это использование возможностей друзей единомышленников. В состоянии 8-10, 80% это ваши внутренние опоры, ваши жизненные ценности, ваша концентрация на проектах, которые вы хотите реализовать. Поэтому, если говорить о процентном соотношении, я уже говорил, все зависит от вашего состояния. В состоянии 0,4, пожалуйста, не ищите в внутренних опорах какой-то большой пропорции. Пользуйтесь внешними опорами, которые дает вам друзья окружения. Ваша задача просто попросить о помощи. В каких-то определенных случаях, я надеюсь, это будет 50%, вам всегда скажут или выразят желание помочь. 50% вы получите отказ. Это в пределах нормы, не стоит за это волноваться. Итак, силы на проект у вас получается, когда вы находитесь в состоянии 4-8, идет типизация рисков, то есть вы понимаете, что проект с такими рисками вы уже реализовывали, вы понимаете, что это всего лишь окажет влияние на длительность, продолжительность проекта или скорость достижения цели, но если вы понимаете объем работы, вы привлекаете больше подрядчиков, то есть своих единомышленников, и вместе с ними делаете эти проекты совместно и классно. Те, кто делает эти проекты не первый раз, вы должны понимать, что на похвалу не стоит стесняться, потому что похвала позволяет вашему единомышленнику, вашему человеку, которого вы привлекли в проект, раскрыться. Когда он понимает, что он раскрывается, понимает, что ошибки – это нормальное дело, вы можете проекты делать бесконечное количество раз, и материальный фактор здесь не самое главное, хотя очень существенным. Следующий момент, самый главный. Если вы делаете проекты и разбиваете их по сферам, пожалуйста, ставьте цели достаточно краткосрочные, 1-3 месяца. Тогда внутренние опоры дают вам возможность, не нарушая ваши жизненные ценности, делать этот проект с тем уровнем перфекционизма, к которому вы привыкли. Итак, подводим итоги, как искать внутренние опоры и силы для жизни. Подвожу маленькие итоги. Для первого полугодия вам будет казаться, что сил для проектов очень много и их переизбыток, но во второй половине полугодия у вас силы будут
заметно истощаться. Почему? Потому что вы уже часть своей жизненной энергии потратили на то, чтобы реализовать или сдвинуть с места все эти проекты. Поэтому, если у вас покидают силы в первом полугодии, это говорит о трудности и большом объеме работы. Если у вас силы покидают во второй половине полугодия, это естественный процесс. Отнеситесь к этому спокойно. Дайте себе возможность выполнять проекты в том темпе, который для вас является комфортным. И не забывайте о том, что в следующем году вам тоже предстоят грандиозные задачи, и этот проект не самый главный в вашей жизни. Как искать внутренние опоры? Прорабатывайте две сферы: духовный рост и творчество. То есть в сфере духовного роста и творчества вы поднимаетесь по своему состоянию. Ваша задача попробовать ваши проекты сделать более грандиозными, то есть побыть немножко в состоянии 8-10, сделать проект с точки зрения того, что у вас есть неограниченное количество ресурсов и вы не ограничены в творческой реализации. Это дает вам возможность потом убрать лишние детали и сделать проект максимально практичным с минимумом эмоций. Это один из важных факторов, который говорит о том, что вы смогли над этим проектом поработать творчески, не ограничивать себя и получить колоссальное творческое удовольствие. Но когда вы начинаете практически делать, вы понимаете, что этот проект можно сделать на уровне минимализма. Вот есть минимальный функционал, и вам от этого становится очень хорошо. Тем, кто смотрел это видео, обязательно ставьте лайки. Не забывайте писать комментарии под этим видео. Обязательно нажимайте кнопку «Подписаться на наш канал». В нашем канале есть много интересной и полезной информации. Еще раз напомню, что наше видео является мотивирующим. Вы в нем ищете вдохновение, пути решения многих задач, которые сталкиваются на вашем жизненном пути. Не забывайте о том, что наставничество – лучший способ проработать свое колесо жизненного баланса. Всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. У вас все получится. Я в вас верю.